Приветствую, друзья! Давненько у нас не было заслуживающих внимания внутриканальных наушников от бренда TRN. И с новой моделью TA2 они действительно постарались показать нам класс. Внутри установлен 8-мм динамик и две фирменные арматуры Knowles 33518. Надоели им, видимо, эти эксперименты с копеечными Belsing, и вот решили вжарить на Knowles. Что ж, сегодня как раз разберемся, что же в итоге у них получилось. Собственно, друзья, поехали! Пришла модель в стильной такой картонной коробке со схематично изображенной литерой V и описанием, что внутри установлен 8-мм динамик и два фирменных арматурных излучателя Knowles 33518. В комплекте лежал, конечно же, стандартный набор документации, круглый металлический бокс. Внутри у него уже был переходник с 3,5 на 6,35 мм, пара пенок и два пакета с амбушюрами белого и серого цвета. Кабель здесь, друзья, выглядит, совсем уж печально и прямо просится под замену. Его сопротивление аппаратура показала равным 0,620 тысячных Ом, что уже где-то на грани приличия. Крайне не рекомендую его к использованию, тем более, что у тех же TRN есть абсолютно превосходный T2. У меня, как видите, друзья, он и установлен. Сами чашечки выполнены из полупрозрачного такого пластика, сквозь который отлично виден большой 8-мм динамик и компенсационное отверстие над ним. Два арматурных излучателя, если верить фото из магазина, разместили внутри сравнительно длинного звуковода, который тут выполнен из позолоченного металла, имеет специальный бортик для удержания амбушюр и защитную металлическую сеточку. На фейсплейтах же мы находим ту самую стилизованную литеру V, что была, собственно, изображена на коробке. На мой взгляд, это довольно-таки интересный, красивый прием. В уши модель мне села, друзья, просто чудесно, однако оба варианта комплектных насадок с трудом давали нужный уровень звукоизоляции. Опять же, пришлось воспользоваться белыми амбушюрами с желтым сердечником от КБР. Но все это очень субъективно. Собственно, вот так вот это все и выглядит. По измерениям у нас довольно короткий относительно нормы импульс, почти как в игровых решениях, небольшое расхождение между левым и правым каналом и искажение в пике, достигающее 3,84%, что, как по мне, совсем немало. Фаза ведет себя вполне естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 79 и 98 миллисекунд. Разница между насадками, как видим, здесь практически отсутствует. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 11 дБ, аналогичная по уровню выделения области разборчивости и легкий пик на 8 кГц для акцента на резкости. Весь диапазон нам довольно-таки честно довели до 20 слышимых кГц. С графиком от производителя, конечно, у меня общие черты есть, но верхняя половина диапазона, на мой взгляд, вообще не похожа. Если рассмотреть звучание героев обзора с разными насадками, то белые в значительной степени скрадывают низкие частоты, чем делают звук еще чище и резче. Первое время я слушал наушники вот именно в такой конфигурации. Серые же почти ничем не отличаются от моих из набора КБР. Подача с ними более-менее сбалансирована и мелодична. На ней я, собственно, в конце концов и остановился. По характеру модель имеет прекрасную выразительность, драйв и легкий такой ужирняющий блюр. Отчего КЗ ЗАС оказались намного прозрачнее и детальнее, чем герой обзора. Ну а при сравнении с Moondrop Cat и КБР Aurora сразу понятно, за какие наушники нужно заплатить больше денег. TRN рядом с ними не выдерживает конкуренции ни по детализации, ни по проработке тембров, ни по построению музыкального полотна в целом. Т2 звучат, как это говорится, интимно, то есть сцена чуть приближена к слушателю, в меру технично, но довольно-таки просто. Как, собственно, и все остальные модели из этого ценового диапазона. Так что пророчить им убийцу наушников даже за плюс-минус $80 было бы весьма наивно. Ушки держатся ровно в своем диапазоне, и именно там способны конкурировать с другими производителями. Рядом с TFZ My Love 4 наушники Т2 кажутся несколько плоскими, а при прямом сравнении с ZAS вылазят чуть смягченные пики и гораздо больше уклон в нейтральность. Выразительность и эмоциональная составляющая здесь, конечно же, присутствует, причем в полной мере, но соседствуют с относительно слабой проработкой тембров в плане глубины и объема. Ближе всего, на мой взгляд, к TA2 подобрались EDX Pro. Там, хотя и чисто динамическое звучание, однако оно столь же прямое и чуть сглаженное в пиках. По стилистике каких-либо ограничений я лично тоже не вижу. Для скоростной тяжелой музыки, наверное, такое звучание будет чересчур уж мягким,
хотя кто сказал, что это плохо. Ритм гитары наделены приличной такой массой, вокал в достаточной мере живой и приятно выделяется из трека, а верханом лишь слегка притушили, дабы избавить от ненужной грязи и искажений. Если же разобрать по частотам, то бас тут довольно глубокий, чуток ватный, серединка яркая, эмоциональная, но, на мой взгляд, какая-то плоская. Я не чувствую за ней объема и протяженности. Да и немного лишней массы наушникам вот точно не повредят. Оттого в качестве источников лучше всего рассматривать что-то более-менее музыкальное и объемное. На удивление, ушки неплохо спелись с мобильными ЦАПами на копеечном чипе Conexant. Если у кого такое имеется, связка, друзья, получилась просто огонь. Добротно было и с ЦАПом более высокого уровня Shanling A5, а вот со стационарной стойкой SMSL до 200 и HO200 слушать мне было не очень интересно. Наушники для своей цены, конечно, сверхлюбопытные, однако все инструменты располагаются как бы на одной линии, выражая массу эмоций, но не раскрывая звук в плане ландшафта. Текстуру и структуру тут различить никаких проблем, а вот трехмерности и глубины как таковой нет. Вижу, что производитель сделал немалую ставку на эту модель, и они действительно получились зачетные, однако и в хиты тоже не метят. Слишком линейные для музыкального звучания и чересчур мягкие для техничного. Такие промежуточный вариант. Их бы, наверное, стоило выпустить годом раньше, когда у всех на устах были всякие ZAX, VX, V90. Сейчас же индустрия успела шагнуть вперед, и слушателям хочется чего-то большего. Впрочем, в качестве конкурента, описанной выше троицы, TA2 можно рассматривать, друзья, однозначно. Итогом, гибридные внутриканальные наушники TRN TA2 радуют нас просто отличной посадкой, стильным внешним видом и богатой упаковкой. В минусы я бы отнес оба набора комплектных амбушюр. Просто никакой кабель и довольно приличные искажения, почти, друзья, 4%. По подаче модель звучит резко, бодро, с хорошей выразительностью, передачей эмоций, чуть выдвинутым вперед вокалом. Но если на чистоту, то слишком уж тут все плоско в плане тембрального объема и построения сцены в глубину. В высокую детализацию модель тоже не уходит, хотя все нюансы звукоизвлечения, буквально как на ладони. Лично мне TA2 понравились, однако чего-то особенного они в себе, друзья, не несут. Достойное продолжение линейки VX и V90, но не более того. Оттого возможности излучателей Knowles, на мой взгляд, оказались раскрыты не полностью, хотя начало уже положено. Ценителям V-серии от компании TRN имеет смысл присмотреться. Ну а на этом у меня все. Это были гибридные наушники TRN TA2. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.